Привет! Продолжаем мучить модели, отпечатанные много времени тому назад. Теперь в руки попалась статуэтка Трейсер из видеоигры Overwatch. Это первое, что я напечатал на своем 3D принтере. До этого я никогда еще не красил модели с такой детализацией, так что это будет моя первая статуэтка. Для начала обработал модель хлористым метиленом и тут допустил первую ошибку. Растворитель очень едкий и буквально в самом прямом смысле растворяет пластик. Буквально 2 лишних секунды и глаза, ресницы, а также брови у статуэтки канули в лету, как и множество иных деталей. Ну, любой опыт это опыт, даже если он такой. А чтобы научиться делать что-то красивое, надо изучить тысячи неудачных способов. После химической обработки настало время покраски, но для начала надо модель загрунтовать. Я решил попробовать новую для себя краску, она же краска Goodwork от магазина для моделистов и поклонников настолок. Тут есть масса нюансов, и мне пока не с чем сравнивать, так как других красок для аэрографа у меня нет. Обычно я использую художественные акриловые краски, которые потом развожу водой. Так вот, у Goodwork не все цвета одинаково хороши. Желтый просто супер, черный сохнет словно он не на воде, а на спирту. Белый слишком прозрачный. Синий. В нем есть маленькие, даже можно сказать крошечные песчинки. И при покраске на ровной поверхности это видно. Я не знаю, кто у них отвечает за качество, но надеюсь, в будущем краски станут лучше. Так как красил в первый раз, вышло так себе. Хотя, честно говоря, вышло вообще ужасно. Нет, я понимаю, что такое ожидание и реальность. И зайдя на страницу этой модели, я увижу тех еще Франкенштейнов, словно за дело покраски принялись дети. Но смотря на то, что получается у тех, кто занимается этим делом долгое время, стало грустно. Недолго думая, решил попробовать еще раз. И прямо сейчас. Теперь решил напечатать модель побольше. Думаю, выйдет получше, детали-то крупнее, красить проще. Напечатал все детали фигурки по отдельности, но без подставки. В общем, голова отпечаталась плохо. На волосах было много дефектов, но тратить еще 4 часа было лень. И я решил попробовать так. Просто сгладить неровности химии. Так Трейсер во второй раз осталась без глаз. Покраска заняла некоторое время. И, честно говоря, я не понимаю, зачем я мучился с аэрографом. Надо было только загрунтовать и окрасить все в белый, а после работать кистью. Вообще, несмотря на довольно посредственный результат, я остался почти доволен. Это не профессиональная покраска модели, но я пока что новичок. А вы как думаете?